Всем привет! В этом видео я бы хотел поговорить с вами о тех новостях, которые появились недавно, а именно официальный комьюнити-менеджер Tan Company Даниэль опубликовал ответ на вопрос пользователя касаемо сроков начала работы над подготовкой к СНГ тесту. Но перед тем, как мы начнем, друзья, огромная просьба ко всем и каждому посмотреть это видео от начала и до самого конца, так как это единственный рабочий способ его продвижения. Спасибо, и я искренне это ценю. Так вот, возвращаясь к самому ответу. По его словам, подготовка к старту теста начнется в следующий понедельник, то бишь 7 февраля. Означает ли этот ответ то, что тест запустят 7 февраля? Разумеется, нет, ибо речь идет о подготовке к старту. Зная то, что тест будет не только на СНГ, но и на евросерверах, как я это понял, вы можете рассмотреть на этом скриншоте, а также на этом, речь идет как минимум о двух кластерах. Их подготовка к запуску может занять гораздо больше времени, чем нам с вами может показаться на первый взгляд. Но в это же время меня не покидает мысль о том обращении к аудитории из СНГ. Раз они так пристально следят за активностью нашего комьюнити на китайском сервере, значит есть причины для того, чтобы как можно скорее перенести активных игроков с китайского сервера на СНГ и еврорегионы. Следовательно, эту самую подготовку они должны будут организовать в кратчайшие сроки, ибо на нашем регионе, не забываем, скоро будет 23 февраля, а это как-никак День защитника Отечества, и тоже праздник для нас. Вспоминаем речь о мероприятиях, которые они для нас заготовили, и картинка более-менее становится понятной. Исходя из этого, можно предположить, что сам тест будет не сразу, а 7 февраля начнется лишь подготовка к его запуску. Как долго они будут готовиться, непонятно, но отталкиваясь от моих мыслей, изложенных ранее, очень скоро. Позволю, пожалуй, себе немного пофантазировать с датами. Вот смотрите, китайских тестов на самом деле было очень много, а именно если смотреть на даты. 4 декабря 2020 года стартовал закрытый альфа-тест на 4 дня. Это была пятница. Затем по плану должен был начаться закрытый бета-тест в марте, на котором даты стали постоянно меняться, в связи с огромным наплывом заявок на сам тест. По итогу его перенесли на 29 марта, а это понедельник. Уже имеется небольшое расхождение по конкретным дням, но дальше интереснее. 17 декабря должен был быть запуск теста в Китае, это пятница, но в связи с ограничениями его перенесли на 21 января, а это снова пятница. Если не брать во внимание те трудности, с которыми столкнулись разработчики на тесте в марте, а именно перевод теста из закрытого в открытый для всех, то 24 марта нам должны были презентовать сам тест за 2 дня до его начала, а это как раз таки 26 марта. Пятница. Получается, китайские тесты должны были запускаться конкретно в пятницу. А вспоминая дату начала теста в СНГ 4 августа, день тогда был среда. Поэтому с вероятностью 85% это лично мое мнение. Насчет дня, который будет выбран в качестве начала теста, это среда, а именно 9 или 16 февраля. Как минимум сначала должен быть анонс, а зная китайских разработчиков, сделают они его за 2 дня до начала. 7 февраля это вряд ли, так как только начнется подготовка. А вот 14 смотрится куда более правдоподобным. Повторюсь, это всего лишь мои предположения, которые я строю сугубо лично на моей теории и не более того. Поэтому будем ждать скорейшего запуска самого теста, а также официальной информации. Но будет приятно, если одна из этих дат по итогу сбудется. Надеюсь, я смог заставить вас немного задуматься, и моя пища для размышлений была вам полезна. Всем спасибо за ваше внимание и всего плохого.